Как мне повезло! Рядом со мной в соседнем городе Алкой живет известный испанский художник Герман Арасиль. Еду знакомиться. Он родился в Алкое, учился в Валенсии и снова вернулся домой. Семья живет в большом доме. Много интересных вещей, которые используют в своих работах. Старинные книги, инструменты. Это бандура, мандолина, зонтики для моделей. Я не играю, а вот моя жена – да. А это он в костюме на очень популярном празднике «Мавры и христиане». Здесь любят гостей и часто устраивают застолья. Здесь мы готовим мясо и паэлью. Студия большая, в отдельном доме. Смотри, моя жена в бассейне. Плавает там одна. Очень важно отойти дальше и увидеть работу в целом. Нехорошо утыкаться носом в картину. Я начинал работать с акварели и только позже открыл для себя пастель. Мне очень повезло. Я жил напротив арт-галереи. Ее хозяйка, мои друзья познакомили меня с многими художниками, и я смог увидеть много работ. Это была моя привилегия, потому что я видел, как живут художники, и многому у них научился. Позже я открыл для себя пастель. Лет 30 назад у меня появилась первая коробка пастели. Я начал рисовать. Мне всегда нравилась пастель, но начинал я с акварели. Много нарисовал пейзажей и продал их. Герман сам сделал такой стол для пастели. Конечно, как у любого художника, у него в запасе гораздо больше. Но то, что всегда используют, здесь. Это цветные карандаши. Это пастель китайская. Это французская. Используют кисть, чтобы убирать с работы лишнее. И эта кисть у него с тех пор, как учился в Валенсии, больше 30 лет. Я всегда работаю по фотографии, но также могу работать живой моделью. Конечно, гораздо удобнее работать по фотографии. Делаю много вариантов фото с моделью, и потом выбираю то, что мне больше нравится, и рисую. Конечно, могу и с модели, но, как я тебе уже сказала, с фотографией удобнее работать. Да, правда. Его друзья помнят то время, когда были маленькими. Они играли на улице, а Герман сидел дома за столом и рисовал часами.
Говорит, что рисовал много карикатур. Его интересовали комиксы, нравился этот стиль. Даже хотел идти работать в этом направлении. Но потом передумал и стал заниматься живописью. В общем, стал рисовать картины, а не комиксы. Спросила, как долго искал свой стиль. Я всегда работал в стиле реализма, и мне всегда нравилось писать фигуру человека. И работы мои реалистичные, а направление фигуратив. Не было другого стиля, потому что мне это удобно. Реализм, он как маятник. Когда-то он был основным направлением, потом от него отошли, в моде появились другие стили, а потом снова к нему вернулись. Сегодня он на подъеме. И есть много художников, которые работают в реалистичной манере. В общем, мне этот стиль очень нравится, и мне комфортно в нем работать. И всегда работаю с женской фигурой. Почему? Ну, как сказать, эта тема женская гораздо более сложная. Объясню. Потому что женщину в одежде сложно рисовать, но обнаженную еще сложнее. У мужчин в основном больше мускул, объема, форма более квадратная. Tenemos las formas más cuadradas y la mujer es más redondeada, sus formas. Женская фигура более скругленная, менее выраженная, овальная. Вот поэтому сложно писать женщин. Но у женщины есть чувственность, и это замечательно. Мне так кажется. Intentar reproducir lo que es la fotografía en el cuadro, y para eso ya tienes la fotografía. Me gustan muchísimos artistas. El principal es... Мне нравится очень много художников. Больше всех Хоакин Саролия. Он из Валенсии, родился в нашем регионе. Я восхищаюсь светом, который исходит от его работ, его мастерством прикосновения, манерой письма его картин. Нравятся и другие художники, например, Антонио Лопес. Эль Греко, он великий художник. И французские импрессионисты. И еще мне очень нравятся американские импрессионисты. Например, Мэри Кассат, которая дружила с Дега и замечательно писала пастелью. Спросила, а были времена, когда не хотелось быть художником? Было время, когда меня интересовала тема права. Хотел даже стать юристом, но ушел в искусство. Может, потому что жил напротив галереи и видел, как живут художники, и это меня увлекло. Ты всю жизнь знал, кем хочешь быть. Да, всю свою жизнь я хотел писать, рисовать и жить ради искусства. Так и живем. У меня семья, 3 детей, и спасибо Богу, все отлично. И спасибо живописи.
Спросила, почему часто женщины на портретах не смотрят на зрителя, а иногда мы видим их только со спины. ¡Qué idea! A veces es... Да, иногда женщина не смотрит на зрителя, espectador, tienes más problemas de venta. потому что есть проблема при продаже работы. Eso es un retrato. Para yo quedarme este cuadro, le haces un retrato. Если это портрет конкретного человека. Entonces, si la modelo está mirando hacia otro lado, Я рисую портреты моей жены или дочери, а модель будет смотреть в другую сторону, не на зрителя. ya no deja Как бы объяснить? el retrato. Я не пишу чей-то личный портрет. Es como más impersonal. Это анонимная фигура. Получается, что это просто портрет какой-то женщины. O sea, que no sea un retrato. Герман любит писать испанские шали, фактурные ткани, старинные кружева. Вот красивая шаль. А здесь у нас другая испанская шаль. А это немного меньше. Incluso hasta el cojín es muy antiguo. А вот старинные кружева. И пишу я на картоне. Y aquí trabajé con un cartón. А как выбираешь модель? Это твоя жена, дети? La verdad es que utilizo todo lo que tengo alrededor. Я использую всех, кто мне попадется. И жену, и ее подруг, и мою дочь, и ее подруг, дочерей жен моих друзей. Hijas de mis amigos o a las mujeres. Esta por ejemplo, es una amiga. Вот, например, эта подруга, с которой мы дружим всю жизнь. И сестру ее тоже рисовал давно. Она старшая сестра. Pero a sus hermanas más pequeñas también las he pintado de hace mucho tiempo. Y ella es la única que me faltaba por pintar. Я выбираю модели по физическим критериям. Las modelos, pues principalmente por sus características físicas. Si tienen Хорошей формы, красивое лицо. ya imagen, una cara bonita, unos rasgos bonitos para pintar. Подходящая натура для рисования. Ну, тогда садитесь и позируйте для меня. Digo, oye, ¿quieres posar? ¿Quieres posar para mí? Y entonces pues hago. А я могу? Sí, también. Podrías, claro que sí. Да, ты тоже можешь. Un buen cuadro. Es mi hija, mi nuera, Это жена Мануэла с дочерью на пляже. de Cullera. Все эти модели его знакомые, друзья и соседи. Las modelos son amigas mías. Спросила, как быстро стал известным. Empiezo a exponer. Me fui a Nueva York, expuse en el año 90. Да как только у меня прошла выставка в Нью-Йорке в 90-х годах. Se me abrieron muchas puertas. Entonces volví aquí a España y Когда вернулся в Испанию, передо мной открылись двери многих галерей, особенно в Каталунии. tenía un marchante donde Таррагона, Барселона, Бильбао, Мадрид, Малага, Севилья, Валенсия, Аликанте – все. y ya te digo, y después, bueno, tanto en Barcelona como Tarragona, como en Madrid, Bilbao, В общем, выставка в Нью-Йорке – это самый быстрый путь к славе в Испании. expuesto por toda España. Y lo disfrazaba con un turbante. En China, Германа часто приглашают в Китай проводить мастер-классы. es una asignatura. Он поражен, как быстро развивается там пастель. Начинает учить детей живописи уже в школах, и пастель становится очень популярной. Para los pintores pastelistas, До этого в Китае с пастелью была большая проблема. Поэтому сегодня приглашают художников из Испании, Франции, Америки, чтобы они передавали китайским учителям свои знания и технику. pintores españoles, franceses, americanos, para que vayamos a enseñarles, a enseñar nuestra técnica. Китайцы быстро учатся, копируют наши приемы. Миллионы китайцев учатся рисовать пастелью. Aquí tengo un trabajo en China, que hice en China. ¿La competencia? No, no. Спросила, а не боишься растить конкурентов? Конкуренции нет. No, de momento, yo no me puedo quejar. A ver, nuestra producción es Наших картин не становится больше на арт-рынке. que ya tienes muchos años de experiencia, tienes clientes, У меня огромный опыт живописи. el cliente viene aquí,
quiere cuadros Есть клиенты, которые приезжают сюда, ищут меня в интернете, y al igual que las galerías o los marchantes, entonces в галереях, на арт-рынке. tenemos una producción más o menos reducida. Una cosa es que tuviéramos que vender miles de Меньше работ, но всегда есть клиенты и возможность продавать. Нет, я не боюсь конкуренции. clientes y posibilidad de ventas tengo. No le tengo miedo a la competencia, no. ¿Qué es esto? Увидела карикатуры на столе, спрашиваю, что это? Твои друзья? Estos dibujos. No, esto es cuando estoy un poco aburrido. Esto ya ¿Tus te digo. amigos? Нет, говорит. Sí, no, no. Он всегда рисует что-то, когда думает или разговаривает по телефону. Y a veces hago. Esto es cuando era jovencito. ¿Qué es esto? И ему всегда нравилось рисовать комиксы. ¿Sabes? No, pero es muy fuerte, es un poco. Если художник долго пишет похожие работы, считается, что он стоит на месте. Ты еще что-то ищешь? Pues mira, no lo sé. Yo, desde mi experiencia personal, te puedo decir que. Да не знаю. Для меня лично я развиваюсь, я ищу новые приемы, техники, стараюсь писать больше, богаче, насыщеннее. Evolucionado a un trabajo mucho más suelto, más rico cromáticamente y Я лично сам знаю, что я всегда ищу. yo sé lo que voy buscando siempre. Esto es un trabajo de búsqueda. Поиски – это постоянная работа. Siempre está buscando, siempre está Художник всегда ищет. que sí, hace 20 años que pintan lo mismo y continúan incluso, o sea, repiten. Хотя да, я знаю художников, которые годами рисуют одно и то же и повторяют одни и те же сюжеты. Hacia, ya te digo, hacia un tipo de... В общем, он надеется, что зритель видит его поиски как художника. Aquí tengo Вот эта стена фотографий с известными людьми и друзьями. Paco Bullo, que es amigo nuestro, jugador de fútbol. Известный футболист из Реал Мадрид. Aquí tengo una serie, tengo un amigo, el cónsul de Turquía. Консул Турции и журналист. Aquí mis hijos con un presentador de televisión. Его сын с известным телепродюсером. Aquí estamos con Fran Rivera. Это очень известный матадор. Esto aquí también es otro. Это тоже известный матадор. famoso. Aquí estamos en Nueva York. Это мы в Нью-Йорке. Aquí con Plácido Domingo. Это Плачета Доминго. Plácido Domingo. Он купил твою картину. Да, у него моя картина. Sí, tiene cuadros míos. Plácido Domingo y José María Cano. Aquí está Alejandro Sanz, cantante. Это Александра Санс, певец. Personajes famosos. ¿Sabes muchas personas famosas? Sí. Ты знаешь много известных людей. Да. Carlos Herrera, Карлос Эррера, Антонио Хименес, журналисты. María del Nido И много друзей. y muchos amigos. Не хватило места для всех друзей? Ну да, не хватило. Amigos. Sí. Если ты сидишь только в студии, то очень тяжело продавать картины. A comprarte cuadros. Pero si tú Но когда ты общаешься с разными людьми, рассказываешь о своих работах, ты в конце концов удачно продаешь. pues al final Герману нравится не просто писать картины, но и продавать. Для художника это редкость. Он с удовольствием знакомится, общается с разными людьми. Я знаю много клиентов, которые позже стали моими друзьями. Это друзья моих друзей. clientes después se han convertido incluso en amigos. Например, у меня есть клиенты из России, мои друзья. Это очень хорошо для моей Que работы. son ahora amigos míos y todos debido a la pintura. Es una parte muy bonita de mi trabajo porque Конечно, у него есть друзья и коллеги-художники, которые только в студии, и у них большие проблемы с продажей работы. pues mucho mejor. Pero Крутиться надо, говорит, и уметь дружить. Жизнь становится гораздо интереснее, когда ты и пишешь картины, и путешествуешь, и знакомишься с людьми. Он говорит, что ему нравится лично представлять свои работы и галереям, и при встречах, и уверен, что дружба помогает продажам. enseñar mi obra, ya sea personalmente o a través de galerías o marchantes. Это очень известный ресторатор в Валенсийском регионе, где мы живем. Он мой друг. Importante de aquí, de la Comunidad Valenciana, ¿sabes? И сейчас мы едем к нему обедать. Y vamos a comer ahora
Смотри, сколько там картин. Vamos, vamos. Vamos ahí. Поехали, поехали! Ресторан действительно больше похож на галерею. Ah, ¿sí? Это портрет Лоло, рисовал Герман. Este es mío, este es mío, ese es mío. Показывает свои работы. Это моя, и там две мои работы. Este es mío. Это тоже моя. Тореадоры тоже его. А там моя акварель и работа маслом. Una acuarela y un óleo mío ahí arriba. Хозяин покупает работы испанских художников и никому не продает, даже если клиенты просят. Ну как же без паэли де Мариско? И всем здоровья! Salud. Salud. А в следующий раз встречаемся у меня. Ну и повезло же мне с соседями.